В Украине заговорили о принудительной мобилизации женщин. Когда придет повестка? Путин идет на уступки Зеленского? Кремль озвучивает условия Киеву и заявляет о готовности к сделке, а в Беларуси прошли переговоры РФ и Украины. Внезапный поворот. Войска РФ стянуты к границам НАТО. Берлин готовится к удару. Заявление из Бундестага. Французы и немцы против. Представители Парижа и Берлина не хотят донатить ВСУ. Детали опроса на фоне переговоров о мире. Громкая отставка и конец карьеры. Депутат заставил подростков вылизывать немецкий флаг. Подробности дела. Долина без доли. Певицу выдворяют из квартиры. Новое решение суда. Освобождение граждан Центральной Азии из рабства и разговоры о новом налоге на восстановление страны после войны. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка. Прямо сейчас нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. В Украине заговорили о принудительной мобилизации женщин. Верховная Рада пока не готова к такому решению уже сейчас, но когда этот вопрос поднимут, то его поддержат определенные депутаты. В частности, депутат Зинкевич. Об этом она заявила в интервью «Телеграфу». Она считает, что в ближайшем году еще не будет принудительной мобилизации украинок. Но напомню, в Украине обязательного призыва для женщин нет. Девушки могут присоединиться к армии только добровольно, подписав контракт с ВСУ. Для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, выбрать желаемую бригаду и пройти собеседование. Можно и нужно предусмотреть ограничения, например, учитывать количество детей, возраст, семейные обстоятельства. Уверена, что в перспективе этот вопрос мы будем вынуждены рассматривать. В Украине заговорили о том, как потрясти кошельки граждан, чтобы на собранные деньги восстановить страну после завершения войны. В интервью изданию Forbes замминистра развития и общин Алена Шкрум призналась, что правительство работает над созданием отдельного фонда восстановления, который в перспективе может наполняться от отдельного налога. В перспективе фонд восстановления может наполняться за счет отдельного налога, как это делали в Японии, отметила заместитель министра. Однако до окончания войны отдельного налога точно не будет. И когда соцсети взорвались от обсуждения нового налога, а я напомню, в Украине с 2014 года существует обязательный военный сбор, который увеличили с 1,5 до 5%, то граждан бросились успокаивать. Никто выворачивать карманы не будет. Киев собирается пустить на восстановление, кроме всего, российские активы. Так заявили в Верховной Раде. Но нет, ни в коем случае мы не рассматриваем дополнительные налоги на восстановление. Источниками восстановления должны быть средства от детонизации, привлеченные нами средства партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от РФ. Точка. Заявляю это как секретарь Совета по восстановлению. У Трампа личность алкоголика. Джей Ди Венс, сторонник теории заговора, а Маск принимает микродозы запрещенных веществ. В сети появились очень откровенные, очерняющие практически всю администрацию Трампа заявления главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлдс. Как утверждается, это фрагменты из интервью Уайлдс для Vanity Fair. Причем некоторые были записаны еще до инаугурации Трампа. Так, в беседе с изданием Уайлдс описала Трампа, который не употребляет алкоголь, как человека с личностью алкоголика. Он, далее цитата, действует исходя из убеждения, что для него нет ничего невозможного. Ничего, ноль, вообще ничего, конец цитаты. Уайлдс выразила серьезные сомнения в отношении личности и действий миллиардера-предпринимателя Илона Маска и особенно резко раскритиковала ликвидацию USAID, государственного агентства по международной помощи. Она назвала Маска странной, очень странной птицей и призналась, что поначалу была в ужасе от его подхода. По мнению главы аппарата Белого дома, Маск сидит на запрещенных веществах. Уайлдс после выхода статьи заявила, что материал лицемерно сфабрикованный и направленный против нее. И дальше, цитата, «лучшего президента». Заставлял ползать на четвереньках и вылизывать немецкий флаг. Немецкая пресса пишет о вероятном конце карьеры политика, который снял видео о том, как насмехается над подростками. Альтернатива для Германии теперь намерена исключить из своих рядов муниципального политика Филиппа Штайнбека. На записи видно, как подростков заставляют передвигаться на коленях, оскорбляют, тянут за ухо и принуждают чистить языком немецкий флаг. Земельное руководство АДГ заявило, что такое поведение недопустимо, даже если подростки ранее незаконно проникли на
частную территорию. По словам главы земельного отделения партии Лейф Эрика Хольма, в отношении Штайнбека уже начата процедура партийного исключения. Сам политик признал агрессивную манеру поведения, заявив, что был очень зол и не ожидал, что его требования будут выполнены буквально. Параллельно полиция расследует дело по подозрению в причинении вреда здоровью, оскорблении и принуждении. Такое поведение по отношению к подросткам в данной форме недопустимо, даже если они, вероятно, ранее незаконно проникли на территорию собственности господина Штайнбека. АФД в Мекленбурге-Передней Померании действует последовательно как партия правового государства. И в этом случае тоже, заявил Хольм. По имеющимся данным, инцидент произошел еще летом. Ответов на вопросы нет. Российскую подлодку «Варшавянка» в Новороссийске, по которой Служба безопасности Украины ударила подводным дроном, по-прежнему видно из космоса. Спутниковые снимки показали последствия взрыва. Согласно изображениям, взрыв произошел в нескольких десятках метров от российской подлодки. Повреждения получил пирс, тогда как субмарина осталась на прежнем месте, пишет Радио Свобода, которая и публикует снимки. В то же время СБУ утверждает, что в результате атаки подлодка получила критические повреждения и выведена из строя. Оценить реальный ущерб, который мог быть нанесен лодке, по спутниковым снимкам сложно. Однако они позволяют предположить, что прямого попадания дрона в корпус субмарины не было. Россия утверждает, что никакого ущерба подлодке или ее экипажу дрон не причинил. Черноморский флот РФ подтвердил факт атаки, но назвал информацию о серьезных повреждениях недостоверной и впервые опубликовал видео, как утверждается, снятое уже после спецоперации СБУ. При этом в соцсетях обсуждается, как СБУ удалось реализовать подрыв в ультразащищенной бухте, к тому же снять все на видео камерой, которая была направлена точно на бухту, в которой стоят важные единицы Черноморского флота РФ. Французы и немцы склоняются к сокращению поддержки Украины. Новый опрос изданию «Политико» показывает, что большое количество респондентов из этих двух стран хотят, чтобы их правительства сократили финансовую помощь Киеву, чем увеличить ее или оставить на прежнем уровне. В то же время США, Великобритания и Канада склоняются к продолжению материальной поддержки Киева, пишет издание. Немцы были наиболее склонны к сокращению финансовой помощи. Почти половина респондентов, 45%, выступала за сокращение финансовой помощи Киеву, в то время как только 20% хотели ее увеличить. Во Франции 37% хотели дать меньше, а 24% предпочитали дать больше. Америка дает Украине повод для осторожной надежды, пишет The Economist с оглядкой на переговоры, которые прошли в Берлине. В статье говорится, что европейцы и украинцы заговорили о возможном прекращении огня и о гарантиях безопасности по типу НАТО. Однако большинство деталей остаются неясными и требуют дальнейших переговоров. Украина настаивает, что не может согласиться на уступку территорий без жестких и надежных гарантий безопасности. При этом США не готовы направлять войска и предлагают лишь ограниченные обязательства, которые выглядят слабее полноценного союзничества. Россия пока не получила официальных предложений, хотя Зеленский пообещал, что уже скоро документ отправится в Москву. И дальше есть два варианта развития событий. Первый. Путин идет на уступки Зеленского, но при условии, что это выгодно Москве, пишет The Economist. Путин может согласиться на территориальные уступки, если сочтет, что это позволит расколоть Украину и отдалить Америку от остальной части НАТО. Другие считают это маловероятным. Он ни за что не примет гарантии безопасности или присутствия сил НАТО в Украине, говорит Ива Алдер, бывший посол США при НАТО. Все это направлено на то, чтобы угодить Трампу, а не на достижение реального соглашения. В то же время сразу два громких заявления накануне прозвучало из Москвы. Первое — обращение к Зеленскому и условия. Лавров вновь заявил, Россия требует искоренить первопричины. А вот его зам Рябков говорит, что Москва и Путин готовы к сделке. В России также заявили о скором финале войны, но добавили, что не отказываются от территориальных требований. Ведь территории, говорит Рябков, вписаны в Конституцию России. Заявление прозвучало в интервью ABC News. Я уверен и практически убежден, что мы находимся на грани разрешения этого ужасного кризиса. При этом мы не считаем, что это война. Это СВО России, которая была неизбежной из-за того, что события развивались в совершенно неправильном направлении. В тот момент, когда мы ее начали, другого выхода просто не было. Сейчас, после всех этих страшных трагедий и событий в других регионах, которые не всегда были напрямую связаны с данной ситуацией, но все же произошли, я думаю, многие в мире, в том числе в США, начали рассматривать альтернативу. Мы готовы к сделке, если использовать термин президента Трампа, и я надеюсь, скрестив пальцы, что она будет достигнута скорее раньше, чем позже.
Зеленский также ответил Кремлю: украинские территории принадлежат Украине и вписаны в украинскую конституцию, и отдавать их Киев не собирается, даже несмотря на компромиссное предложение США о свободной экономической зоне. Они предлагают свободную экономическую зону. И я еще раз подчеркну, свободная экономическая зона – это не значит, что под руководством Российской Федерации. Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована. Безусловно. Российские войска стянуты к границам НАТО. Последние 2 года Кремль активно перебрасывал своих военных в Беларусь, поближе к странам Балтии. Об этом в эфире немецкого телеканала NTV заявил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветер. Сейчас, по его словам, Россия содержит в союзном государстве 2 армейских корпуса, то есть около 350 тысяч боеготовых солдат. Кизеветер не верит, что Путин в ближайшее время согласится на мирный план Трампа и закончит войну в Украине. Берлин готовится к удару. И не только, уверяет депутат, и намекает, что государствам НАТО надо быть начеку. Ближайшие 2 года станут решающими, говорит представитель Бундестага, и критическими для Североатлантического альянса, подчеркнул политик. Далее цитата: «Если мы переживем их, то есть эти 2 года, благодаря обороноспособности, благодаря тому, что не будем пугать население, а будем говорить: внимание, это может представлять угрозу, давайте будем осторожны, тогда мы справимся». Конец цитаты. Напомню, что в Москве за последний месяц сделали несколько заявлений о том, что не собираются нападать на НАТО. Лавров, в свою очередь, заявлял о готовности России подписать документ о ненападении на Европу. Переговоры России и Украины на территории Беларуси состоялись. В Гомельской области, в районе Новой Гуты, произошел диалог и событие, важное для семей по разные стороны баррикад. На границе встретились омбудсмены Киева и Москвы. Киев заявляет о проведении процедуры взаимного воссоединения семей. В Украину из России вернулись 15 граждан, большинство из которых являются маломобильными, и еще 45 украинцев, ранее содержавшихся в пунктах временного пребывания иностранцев в России. Отдельно обсудили вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских украинцев и передали списки. Обсудили вопрос осужденных в РФ украинских военнопленных и передали список. Обсудили ряд других гуманитарных вопросов. Москва при этом сообщает о воссоединении 11 семей на белорусско-украинской границе. Москалькова также заявила, что с украинским омбудсменом обсудили вопросы дальнейшего гуманитарного взаимодействия. Особая признательность российским спецслужбам и белорусской стороне. Ваша четкая, слаженная работа, уважение к человеческому достоинству и стремление помочь сделали это чудо возможным. Право на семью свято. И сегодня мы вместе вернули его тем, кто так долго ждал. Это конец. Одна из обсуждаемых тем в России – заявление представителя Госдумы о том, когда россиянам полностью отключат YouTube. Популярная видеоплатформа полностью перестанет работать через полгода, максимум через год. В этом уверяет заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Свинцов. Причина – нарушение со стороны платформы российского законодательства. Свинцов посоветовал всем россиянам максимально быстро перейти на российские аналоги – Рутюб, ВК-видео и другие. Напомню, что серьезное падение трафика видеохостинга началось с лета прошлого года, но многие граждане России продолжали пользоваться YouTube с помощью VPN. Помню, что мы уже с вами обсуждали вместе разные запреты со стороны правительства разных стран. Каждый выдумывает, что может, что хочет и вводит свои правила. Опять же, как вы считаете, депутатам ли надо решать вопросы, что и кому смотреть, и к чему приводят подобные запреты? Спасет ли VPN? Пишите свои ответы в комментариях. Масштабное освобождение из рабства. На крючок торговцев людьми попались граждане Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Как сообщает Кун-Уз, люди увидели в сети пост о высокооплачиваемой работе в Таиланде. Так называемый работодатель обещал полное сопровождение. Трудовым мигрантам даже предоставили бесплатные авиабилеты в Таиланд. Однако по прилету жителей стран Центральной Азии обманом отправили в Мьянму, а там заставили работать в мошеннических колл-центрах. Людей, которые отказывались выполнять требования преступников, избивали. Несмотря на патовую ситуацию, кто-то из пленников сумел связаться с генконсульством Узбекистана в Бангкоке, и дипломаты организовали операцию по спасению пострадавших. В результате скоординированных действий и переговоров с соответствующими властями Мьянмы и Таиланда граждане 3 стран были освобождены и переданы узбекским и казахстанским дипломатам на пограничном пункте Майсот в Таиланде. После освобождения людям предоставили временное жилье и питание.
Долину выселяют из квартиры. Певица незаконно находится в апартаментах, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, будет рассмотрен вопрос о принудительном выселении. Накануне Верховный суд России отменил все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной и встал на сторону покупательницы жилья Лурье. Она считается законной собственницей злополучной квартиры. Долина в суд не пришла, ее интересы представлял адвокат. Отмечается, что прокуратура выступила против принудительного выселения артистки и возврата ее квартиры Лурье. Точка в квартирном вопросе еще не поставлена, спор вокруг прекращения права пользования квартирой отправлен на новое рассмотрение, и, как сообщают СМИ, за трансляцией из зала Верховного суда следили более 500 тысяч пользователей одной из российских соцсетей. Некоторые даже публично прослезились. Прямо слезка. Счастье, счастье, счастье. Справедливость, справедливость, справедливость. Хочется петь и танцевать невозможно. И только я пить бросила. Да ну, сейчас начну опять. И напоследок еще об одном споре, но на этот раз из-за птицы. Жительница Сингапура пожаловалась городским властям на петуха. Она утверждает, что по вине птицы попала в ДТП. Подробности инцидента детально описывает издание Мазешип. Петух якобы внезапно выбежал на дорогу, когда женщина хотела заехать на парковку жилого комплекса. Опасаясь, что может сбить птицу, женщина посмотрела в зеркала, после чего врезалась в стену дома. Ремонт авто обошелся жительнице в $3200. Также ей пришлось заплатить около 300 за поврежденную стену. И пытаясь вернуть потраченные деньги, женщина указала в жалобе, что петухи уже несколько месяцев свободно разгуливают по территории жилого комплекса и представляют угрозу для безопасности. Власти изучили обращение и заявили, что в момент аварии петух не попал на камеры видеонаблюдения, однако незадолго до ДТП птица действительно прогуливалась возле парковки. В управляющей компании жилого комплекса тоже проигнорировали жалобу, поскольку проблема с петухами не относится к ответственности кондоминиума. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего вам дня. Пусть не будет в вашей жизни споров. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.